Подписывайтесь, ставьте лайки. 500-й участник, который подпишется на наш канал, получит от нас 500 рублей. А сегодняшняя сказка «Огниво». А расскажи о своих впечатлениях по прочтению сказки. Кстати, хороший вопрос. Да. Сказка произвела на меня положительное впечатление. В целом, в общем. Мгм. Были шершавые такие моменты, знаешь, когда главный герой попадал в разные такие ситуации. Мгм. Я прям чувствовал, что как будто бы он что-то делает не то. Мгм. Но это чисто мое отношение к этому. Видимо, это был его урок, которым надо было пройти. А что значит, что как будто бы он делает не то? Ну, Это какое место? это, во-первых, сначала, когда он там полез, деньги достал, Мгм. потом достал огниво, а потом уже с Бабой Ягой он решил вопрос, так сказать. Только там ведьма. Это все-таки Ведьма. А у меня европейская сказка. Да, да, у меня немножко так. Да тебе Баба Яга Баба после... Яга — это колдунья-ведьма, там еще кто-то. Это просто после заморыша. Да. Баба Яга и ягодки. Да, эти Теперь это сказки вы всё. можете посмотреть вот здесь по ссылке. Да. Поэтому у тебя теперь все ведьмы бабы-ежками становятся. Но нет, немножко разница есть. Да, собственно, давай вернемся. Мгм. С ведьмой, когда он принес огниво, Мгм. Это очень классный символ. Если мы смотрим, то это символ. а символ чего? А я хотела тебе задать этот вопрос. Ладно, тогда вернемся. Хорошо. Но мне не совсем понравилось, когда он вылез с этим огнивом, Мгм. и уже почти вручил его Бабе Яге, и как-то он нарушил условия своего договора, Мгм. что мне не очень понравилось. То есть какое, в принципе, его дело, для чего оно ей нужно? Но ведь в сказках все же, если смотреть на сказку как на то, что происходит в личности человека, то там Мгм. все правильно. То есть почему он ей не отдал? Какой такой смысл в этом есть? Я увидел здесь, что он в этом предмете нашел какую-то ценность, которую она знает, но не хочет ему сказать. То есть что-то тайное такое. Мгм. И при этом он решил это присвоить себе. И Ну, вот в тут, этом моменте у меня немножко так это ощущения были. но тут же еще такой очень немаловажный момент, да? То есть он же это добыл. И он прошел испытание, не она. Вот ты представляешь, вот ты человек, ты проходишь некий опыт, у тебя появляется нечто ценное и важное, и ты отдаешь это другим. Вернее, не другим, а вот это вот злым, скажем так, злым, м, злым Персонажем. силам. Злым силам. Ну, и да, и нет. Мгм. То есть, он же не знал, что она злая, вот так по умолчанию. И они же вроде как договорились, что он ей это даст, а заберет себе золото. Ну, мало того, что он еще и голову отрубил. И голову отрубил. Мгм. Как мы знаем, разъединил ум и тело, чувства Мгм. этой бабки, хотел сказать, Мгм. волшебницы, колдуньи, Ведьме. ведьме. Волшебница колдунья. Ну смотри, здесь же, если рассматривать, что это происходит все в личности одного человека, Мгм. то какую силу олицетворяет, да, какую часть личности олицетворяет эта ведьма? Вообще ведьма — это ведущая мать, да, вот это вот ведущее что-то, знающее. Ну, И она знала, она знала, для чего это надо. да, а он нет. И он хотел это узнать. И он хотел это узнать. Ну, я так предполагаю, что это какая-то теневая часть личности, Мгм. которая стремится проявиться, но каким-то образом человек ее не дает себе проявиться. Но он же с ней в контакт вошел и сделал то, что она хотела. Те указания, которые она дала ему, а, он выполнил. И получил и золото, и огниво. А потом разрубил ее. Мгм. В итоге он-то героем оказался. Ну, в итоге он героем оказался, да. Да. А для чего весь этот процесс? Ну, я так предполагаю, что это процесс такой принятия этой Принятие части. чего? Вот теневой части личности, Какой? за которую отвечала ведьма. Материнской.
Опять это снова материнская. история про материнскую часть, да, вот когда материнская часть все знает, все ведает, дают указания, как делать. А мужское, да, ведь он же там солдат, Мгм. а мужское ведает и идет, погружается. Он же погружается куда? Через дерево, в котором дупло было. Ну, можно сказать, в недра земли. Ну, в такой травмирующий опыт, рода, древа рода, в А котором он находит не только золото, но и огниво. А огниво такой вот очень такой сильный символ. Через огниво дается огонь, получается. Да, Огонь — это, ну, как я интуитивно вообще рассуждаю, давай. огонь — это, скорее всего, для того, чтобы преображать одно из одного состояния в другое состояние. Ну, огонь всегда трансформирует, да. Трансформирует. Да, это дух, сила духа. То есть как Ага. он ей вообще свой дух-то отдаст? То есть это то, с помощью чего в нем разжигается дух. Загорается искра. А это вот так вот глубоко. Конечно. В недрах древа. В недрах древа, да. Да. Причем древо с дуплом, а дупло — это уже символ плохой такой достаточно, что травмы Травматического опыта. незалеченные. Травматического опыта, да. А это можно сказать, что травматический опыт какого-то персонажа, личности? Или Но это я так предполагаю, личности целиком все-таки. целиком? Да, то есть когда человек действительно попадает или соприкасается со своим травматическим опытом, и когда он его проживает или проходит, то он достает золото и входит в контакт со своим духом. Он становится мужественный, он становится бесстрашный в принятии. Сразу у него, да, какая раз сначала в глубину нырнул, а потом наверх. Где он там жил? Да, очень сильно наверх он поднялся, он стал богатым, Угу, начал помогать всем бедным, угу, потому что знал, как это быть бедным. угу. И так он растратил все свои деньги. Но когда он помогал бедным, что он делал, если опять-таки говорить про личность? Я думаю, что он насыщал свою часть таким образом, Мгм. такими поступками. Когда помогаешь ближнему, ты же тоже получаешь какое-то удовлетворение внутреннее, не знаю, энергию напитываешься вот добродетельным таким. Ну, здесь не только добродетелем, здесь еще, знаешь, какой такой интересный аспект в плане того, что сначала нужно напитать дефицитарные части, Мгм. их удовлетворить. И в жизни как происходит? Что сначала там? Игрушки, еда, да, куда ходить по ресторанам, что там еще? Но когда до денег дорываешься, все подряд летит. Телефоны, там одежда, Ну да, все все. поездки. А потом это становится наскучивает и становится неинтересным. Но пока детские части не допитаются, у меня Мгм. детские части допитывались через покупки игрушек своим детям. Вот я покупала, я безмерно их покупала. Они в них не игрались, но я покупала, и я радовалась. И я в какой-то момент поняла, что, блин, это так классно, я могу покупать такие игрушки, какие мне хочется. И думаю, ну, а детям-то они интересны. То есть я мешками покупала игрушки. Вот прям для малышей. Да, и там у нас было даже по 2 одинаковых. Ну, вот это вот удовлетворение дефицитарных частей. Но когда ты это проходишь, потом вот у меня теперь нет ни одной игрушки, мне не интересно. А вот тут, мне кажется, укроется ловушка. Конечно. Когда человек допитывается то, что ему не хватало, это мы видим вот постоянно и в жизни, и в сказках, Мгм. он обесценивает все. А там что наступает тогда? Наступает расплата. Кризис. Кризис. Ну, я называю это расплатой. Да. Расплатой не то, что ты платишь за что-то, а именно физическое вот это состояние моральное такое, раздавленное Мгм. какое-то. Мгм. Как ты становишься как сноб. Все тебе неинтересно, это все ты видел. Но и в сказке он потом где, ну, где вот он живет? Ну, в бедном доме потом, когда он все потратил. На чердаке. На чердаке, к тому же еще. Да, то есть он снизу поднимается на чердак, Наверх. наверх. И уже работает, ну, в другом, более в духовном плане, то есть он разгребает свое какое-то такое бессознательные процессы. Мгм. И это, да, это снова кризис. Марина, а такой вот вопрос у меня сразу родился. Мгм. А всегда ли в жизни человека вот он сталкивается с такими проблемами? То есть напитывается чем-то, чего не хватало, попадает в кризис,
и дальше он либо его решает, либо он не решает. Если неосознанно, то да. А если осознанно, человек кризисы себе создает сам. То есть он их воспринимает как способ роста дальнейшего. Но Переоценки, наверное, да? когда человек уже такой более взрослый, да, психически взрослый, то есть это взрослый это не обязательно, что человек будет психически взрослым. Если вот есть вот эта история, то человек сам себе делает задачи, да, вот у тебя задача там 500 тысяч, ой, ну да, 500 500 тысяч тысяч подписчиков. подписчиков, да, задача. Ну, ближайшая задача, конечно, это меньше подписчиков. Но ты сам себе делаешь эти кризисы, создаешь, чтобы дойти. Потом дойдешь до определенного уровня, раз, следующий уровень идет. Это задача. И получается А так, если человек неосознанно идет, то это жизнь выставляет ему свои счета. И мгм. считает эти не очень комфортные. И получается так по жизни будет до бесконечности. То есть ты ставишь себе задачу, решаешь ее Ну, как до и дальше. бесконечности? Ну, есть же кого-то устраивает вот эта вот история с однобокой жизнью. То есть работа, Стабильность. стабильность, да. То есть вот я никуда не перехожу, потому что... Но все равно там кризисы происходят. И в этот момент либо тебя вниз кидает, либо тебя чуть выше может поднять. Ну, они происходят через болезни, через отношения. Знаешь, вот очень много историй, когда, ой, у нас такая счастливая семья, счастливая семья. Раз это счастливая семья, и расползается. А люди даже не знают, какой цвет глаз друг у друга. Счастливая семья. И что они любят, да, сами. Сами любят, кто-то другой любит. Ну, и в своей голове, живут в своей голове. Поэтому как бы сказки вытаскивают вот эти чувства, эмоции, ощущения и дают внутри проживать это и переходить на другие уровни, то есть проходить эти кризисы. Вообще для чего детям читали сказки? Чтобы что? Для того, чтобы их научить первично хотя бы справляться с задачами. Ну вот ты представляешь, там ребенок, да, 4-5, ну, между прочим, всем сказочникам, да, которые сейчас Пушкин, Аксаков, кто еще, братья Гримм, Перо, Андерсон. Андерсон, им всем читали сказки. Им всем читали сказки. Это не то, чтобы они, да, они потом переживали, перерождали, но изначально были некие няни или был кто-то, кто их знакомил. Смысл в том, что начитывали сказки и начитывали для чего? Для того, чтобы у человека, я сейчас скажу очень любимое слово, были уже созданы нейронные связи на ту или иную ситуацию. То есть, чтобы тот или иной аспект он мог пройти. То есть есть достаточно много сказок, да, приводящие к замужеству, Угу. особенно народных, вот это вот, приводящие к замужеству. Или наоборот, уже там вышла замуж, и Что делать что дальше, да? делать дальше, да. Или там жили-были дед и баба, и ничего, то есть они уже жили, были в каком-то неком процессе. То есть в сказках заложены те коды, которые приводят к тому или иному результату. Посмотрите, хотите счастливых отношений, пожалуйста, читайте сказки. То есть читать сказки, где есть свадьба, если хотите Конечно. отношений. Ну, если хотите что-то поменять в отношениях. Каждая Мгм. сказка к чему-то приводит. Почему дети там перечитывают одну сказку по 100-500 раз? Ну, только просто вот это вот уже у ребенка сложился некий травматический опыт, какая-то история, которую он не может пережить осознанно, он через сказку переживает, через героев. Ну и сказки не просто так идут от животных, заканчивая уже там более глубокими человеческими персонажами, связанные с разной мифологией в том числе. Ну, плюс, наверное, еще и воображение ребенка потренировать, когда Ну, он себе это конечно. представляет. Ну, уже сейчас индустрия направлена на то, что не нужно воображать. И так тебе все есть, тебе все дают. А на самом деле откуда все это, откуда берутся изобретения, откуда берутся новые знания? Ну, все изнутри. Мгм. То есть, да, люди сначала, все ученые, Придумали, каким образом? воображали себе разные ситуации. Погружались вовнутрь, приобретали проходили тот опыт через
внутрь себя. И это пишется, об этом открыто говорят. Да Вот вот она. особенно Никола Тесла, всем известный. Да? Он внутри себя вообще все строил в Мгм. воображении. Мгм. И сказка — это то, что погружает во внутренний мир и дает этому произойти. То есть ты знакомишься в этот момент с различными своими частями, с позитивными, негативными, добрыми, да, там Соловей и 40 Али-Баба и 40 разбойников. Ну, это такие части-то Мгм. не очень классные. Но однако же, когда ты знаком с такими частями в своей личности, ну, попасться этими мошенникам будет гораздо сложнее. Ты их будешь чуять. Ну, то есть у тебя есть вот этот внутренний опыт столкновения с этой силой. Как говорят, нутром чую, да, что это... Да, да, да. То есть у тебя откуда-то, непонятно откуда, берутся эти знания. Все. А просто этот опыт уже был, в тебя уже это вложено. М. Поэтому, читая сказки, ну, возникает такое некое развитие. Ты начинаешь думать, как минимум думать. Ну, то есть одно дело ты просто прочитал, а другое дело, да, ты проанализировал еще, посмотрел. А вот этот персонаж, а этот символ что обозначает, а вот это что обозначает. Ну, то есть ты начинаешь рассматривать символику, значения, погружаться в эти процессы и соединяешься со своим внутренним миром, разгадывая потом свои сны, понимая о том, что у тебя в жизни происходит и почему у тебя... Ну, начинаешь видеть причинно-следственные связи. Получается, что сказки помогают найти ключ к себе, к своим Конечно. ответам на свои вопросы. Да. Сказки, символы, все это очень помогает находить внутренние коды к жизни. Еще если смотреть на них прямо, да, не Мгм. фантазировать, Мгм. а смотреть прямо. Он потратил все деньги, Мгм. напитался. И... но при этом он еще слышал про то, что есть принцесса. То есть, я правильно понимаю, когда человек закрывает от определенной потребности по пирамиде Маслоу, Мгм. он переходит, соответственно, к дальше, Да. дальше, дальше, дальше. И этот путь тоже всегда стабилен и уверен. Ну, принцесса, да, если смотреть это в мужской части личности, ну и вообще это душа. То есть как только вот закрывается вот эта история с потребностями, возникает куда? Стремление к чему? Самовыражаться, К душе. проявляться. Да, А это душа, да? конечно. Ну, если посмотришь, посмотришь вообще сказки, нету принцесс гуляющих, они обычно сидят в башнях. Ты не встретишь принцесс, которые гуляют где-то там. Ну, если это мужская сказка. Есть сказки, которые, да, именно она пошла искать себе там Мгм. жениха или еще что-то. Ну, то есть не то, чтобы она пошла искать жениха, таких тоже сказок нету, а просто она встретилась с ним взглядом и пошла его забрала какая-нибудь королева или еще что-то. Ну, Снежная королева, Финист Ясный Сокол, что еще? Королевский кабан, по-моему, еще сказка есть. Ну, то есть с таким сюжетом, что принцесса идет и ищет. А здесь история такая, что а, он, по-моему, он видит ее принцессу. Вспомни, мы разбирали по щучьему велению, когда видит принцессу, все, больше ничего не надо. Ты в контакте с Ну душой, да. и все остальное это только лишь опыт. И тогда что получается, когда вот он с ней встречается? Получается, он влюбляется в нее, Да. соединяется. А дальше? Ты имеешь в виду дальше по сюжету? Да. Дальше по сюжету его заковывают, арестовывают. Мгм. Этого Арестовывают за что? за то, что он с принцессой начал контактировать, то есть с душой своей. Он начал приходить к ней ночью. То есть она приходила к нему на А, собаках. А как? Вот я тебя все пытаюсь Ну я тебя пытаюсь развести на момент, когда он начал взаимодействовать с огнивом. тогда, А, когда он потратил все деньги и достал огниво, Вот, вот. он вернулся опять к своей искре. К искре, да? Видишь, искра, слово искренность, огонь, тот огонь, который порождается в человеке. Притом, смотри, она всегда была с ним, он просто забыл про это. Да, божественный огонь. Потому что забыл почему? Потому что нужно Хорошо жил. удовлетворить потребности. А Да. когда для того, чтобы перейти на другой уровень, для того, чтобы увидеть свою душу, нужно обнищать. Всегда ли надо обнищать? Но опять-таки осознанно, неосознанно. Если ты прекрасно понимаешь то, что ты хочешь чего-то большего в этой жизни, что тебе не интересно только там
забивать, грубо говоря, холодильник, а у тебя есть какой-то смысл гораздо высокий, то ты не обнищаешь. У тебя он уже есть, этот смысл. А ему для того, чтобы сонастроиться, да, с принцессой, ему нужно было обнищать. Тогда он ее увидел. И тогда он захотел быть с ней. И тогда он был вынужден перейти на новый уровень. Конечно. Его, так сказать, помогли ему перейти. Ну, вот это вот у него начала происходить темная ночь души, скажем так. Ну, то есть, пройдя вот это вот взаимодействие со своим золотом, напитав его частями золота, это не только, да, такая материальная потребность, это еще тоже контакты с духовным. То есть он эти части, которые были бедные, которые были нищие, он соединил их с собой. То есть он в этот момент он приходит к некой целостности, к своей целостности, соединяет все эти части. То есть для того, чтобы столкнуться с душой, ты не можешь столкнуться с ней, не побыв целостным, не придя в состояние вот этого вот счастья. Абсолютного, да? Ну, такого, которое не визжащее, знаешь, такое, «Мяу», Мгм. а счастье такое, которое спокойное. А спокойное счастье, оно когда вот это вот заканчивается история с потребностями, история с проживанием неких этапов. А вот смотри, вот эти собаки, которые Мгм. на него работали, когда он огниво доставал, Мгм. это тоже, получается, часть личности его? Конечно. Такие, которые служат, помогают, Ну, животные. сначала они не служат, и сначала они не Но помогают. сначала они золото хранят. Они охраняют, да. А что охраняет наше золото? Что не дает пройти к чему-то большему? Животный страх, наверное. Да. И собаки являются животным страхом. А потом, когда ты это проходишь, что они, ну, у тебя проявляется бесстрашие. И получается, мы используем страх для работы для себя, в общем, для своих целей. Для того, чтобы пройти, преодолеть его и двигаться выше. Но он же поднимается. Мгм. Приручив свой страх, он поднимается дальше наверх. Как интересно. А вот это событие, которое его постигло, когда его в тюрьму засунули из-за того, что он с Мгм. принцессой начал общаться. Мгм. Ну, темная ночь Если души. это темная ночь души все-таки, да? Да. Продолжение. Ну да. А то, что его хотели повесить, именно повесить, а не обезглавить, это как-то имеется какой-то... Ну, обезглавить. Не, его что хотели повесить. Ну, обезглавить. Ну, повесить что? Что это значит? Висеть. Быть передавленным за шею. Оторвать от земли. Именно вот так. Его сначала вниз, да, Мгм. в темницу, потом снова вверх, как бы оторвать от земли. То есть в духовной такое происходит духовно. Не просто так тебе говорят о том, что после 42 лет происходит кризис. И ничего земное не начинает радовать. Хочется что-то другого. Мгм. То есть включается дух. Нужна опора на дух к этому, Но к этому моменту. ты не пройдешь к духу, если ты не познаешь материального. Вот эта история про то, что вот там надо духовным жить. Нет, пока ты не познаешь материальное, пока ты эти части, дефицитарные части не присвоишь, никакого у тебя духовного не будет. Обеспечь себе фундамент, обеспечь себе землю, и тогда ты сможешь от нее оторваться. То есть делаем вывод, что ретриты на Бали не помогают в результате. Ну, кому-то помогает, Ну, кому-то людям, не. которые до... Вопрос, с чем стартует человек. Ну, если человек там, как бы живет, сидит, да, и паразитирует, то, извиняйте, нет, это не про развитие. Тут тоже же развитие, оно разное может быть, да. Мгм. Ну, допустим, у тебя считают психологию развитием твои родители. Считают. Как давно они это стали считать? Пока я с ними не поговорил. Вот, ты понимаешь, то есть для одного развития это картошку копать, а для другого, ну, другой не будет видеть развитие в том, что там другой читает книги или Мгм. там музыку играет. Для него это не будет, эта красота, мелодия не будет чем-то высшим и духовным. Представляешь, человек музыку играет, набирает миллионы аудитории, да, а вот картошку не копает.
Мгм. зря прозябает жизнь. Вот кто из них более материальный? Тот, кто играет и набирает миллионы. А почему? Потому что он занимается тем, что ему нравится. И получает от этого Ну, результат. в каком моменте здесь наработана материальная база? В моменте в каком? Да. Ну, вот картошку-то копает, он вообще там с землей связан. Сколько человек инвестировал своего себя, да, сколько инвестировал энергии своей, Мгм. своего внимания, да, то он и получает в дальнейшем результате. А если человек внимание инвестирует в телевизор, То он знает, когда будет любимая программа его, и все. тогда он во что инвестирует? Да ни во что. Ни во что. Просто вот Навык не сливает время. вырабатывается. Да, его внимание уходит. Зарабатывают а, Контент производит. те, кто производит, да, они вкладываются. Они нарабатывают материальную базу. Тот же самый, кто копает картошку, у него не может быть материальной базы. Знаешь почему? Почему? А сезон картошки какой? Да, сезонов их мало, летом только. Только летом. И то не каждый месяц. Да, ее посадил и выкопал. То есть, работая с землей, не обязательно, работая с землей, ты не обязательно нарабатываешь материальную базу. То есть материальная база нарабатывается с твоим присутствующим вниманием. Вниманием здесь и сейчас. Получается сказка о том, что человек растет, стартовал с низов, Мгм. пролез через свои дебри, части личности, Ну, вниз получается, спустился свое внимание с дефицитарных частей он переместил куда? в реализацию К себя. душе. Он начал с ней контактировать. Ну, он подговорил парня. А получается, вот эти все персонажи, это что же, если Ну, смотреть в части, общем, это часть конечно, личности все, да? конечно. Молодая вот эта часть, это его детская что-то, да, которая принесла ему искру Да, души, да. который в результате... Ребенок обычно, ребенок разоблачает, ребенок голый король, это ребенок разоблачил. Мгм. Детская часть, которая все видит. Она Беспристрастно. беспристрастна, да. Ну, как смотри на мир глазами ребенка. Это очень хороший навык. Дети находятся здесь и сейчас. У детей нет вот этого вот, что было, что будет, Мгм. не в контакте с собой. Мгм. Не, конечно, если там травмированные, что очень четко выстроено, что если я что-то не сделаю, то будет наказание. То есть это в детстве закладывается. Мгм. Или я что-то сделаю, и будет похвала. То есть это вся такая детская история. Но вообще детская часть, она достаточно чистая и в соединении с божественным началом, с духом. Как можно интерпретировать короля, если все персонажи части личности, это части личности, Мгм. то король за что он там отвечает в этой личности? Управляющая центральная часть личности. Внутренний король такой, да? Да. И обычно управляет, когда человек становится на свой путь, управляет старый король, да? Мгм. А старый король это кто? Ну, это родительские предписания, родительские установки. А потом он становится героем обычно королем. Да, в сказке как раз в конце принцесса Мгм. выходит замуж и Мгм. получает он царство. Обычно полцарства в придачу с принцессами приходит. Ну, то есть А здесь целое царство. Ну, здесь целое царство. То есть личность воссоединяется. Ну, у него же не было царства. Мгм. А до этого там полцарства в придачу. Ну, как бы в руссконародных сказках вот есть такая история. Да, здесь, получается, собаки разбираются с его частью, с Мгм. королем. Мгм. Ну, он обычно свергается, потому что это уже те установки, убеждения, которые не нужны. Они уже застарелые, старый король. Мгм. Не помогает ничем. Да, и уже нужен тот, кто с духом идет. Также это король может рассматриваться как эго, любимое, пресловутое, которое сейчас во все стороны мутузит. Но оно, однако же, нужно. И его тоже нужно, с ним нужно научиться ладить контакт, налаживать контакт, не раздувать. Это выходит родительские части, да? Король и королева. Родительские части, да. Король и королева, родительские фигуры, материнская, отцовская. И все, что с ними Отцовская или связано, да? материнская. И вот все Конечно, убеждения, установки. конечно. Но ребенок, он куда приходит?
Ребенок приходит в родительскую систему, он не приходит куда-то, он приходит в определенную систему. Ну, если мы не будем считать какие-то патологические, где отказываются, еще что-то, Мгм. даже где отказываются, он приходит все равно в систему, в ту систему, которая заложена. Если в одной семье заложено там пить чай с сахаром, в другой семье заложено пить чай без сахара, то мужчина и женщина, которые встречаются, в дальнейшем переходящие в замужество, сталкиваются с интересным. А я без сахара пью, а ты с сахаром. А как вместе будем делать? У нас же семья. Ну, то есть разные традиции, разные истории. Тут начинается вот это вот новое. Там. Или кто-то переходит на сторону одного, или каждый сам по себе какие-то компромиссы находит. Но Поднажать. оставаться собой. Вот самое важное, что человеку, наверное, нужно научиться за эту жизнь быть собой, быть с другими. То есть быть собой, с Мгм. другими тоже. Не подстраиваться под кого-то, а вот я такой. Но уметь при этом слышать, видеть другого. То есть все зависит от того, чьими глазами ты смотришь на мир. Мгм. Да. Родительскими или своими все-таки. То Или есть, глазами других. Дети не собственность родителей. ну, без родителей они не могут вначале стартовать нормально. Ну, стартовать не могут, но они не являются собственностью. Не являются. Представляешь, ты собственность своих родителей. Тогда зачем вся эта жизнь? Ну, становится, конечно, грустно, если так. Ну, а очень часто так, к сожалению, происходит в семье. Поэтому очень важно, чтобы вот эта вот управляющая структура, она уходила. И приходил свой опыт. Свой опыт, да. Свой наработанный опыт. И именно из своего опыта ты можешь жить и делиться им с другими.